Я училась в 4 классе. Мне было лет 12. Как-то раз учительница французского языка, сестра Алекси, дала нам задание. «Постарайтесь описать ваши первые детские впечатления», — сказала она. «Интересно, что вы вспомните? Это хорошая гимнастика для воображения». Насколько я себя помню, я всегда была ужасной проказницей и болтуней. В конце концов, воспитательницам надоели мои проделки, и меня посадили отдельно от всех за маленькую одноместную парту в углу класса. Директриса сделала внушение: «Пока не перестанешь болтать и мешать своим подружкам, пока не научишься вести себя примерно на уроках, будешь сидеть отдельно вот здесь, в ссылке». Справа от меня тянулся к потолку здоровенный деревянный столб, мой серьезный, безмолвный и долговязый сосед. Он без конца вводил меня в искушение, и поэтому вынужден был стоически переносить все царапины и порезы, которыми награждал его мой перочинный ножик. Слева узкое высокое окно, всегда прикрытое наружными ставнями. Мне казалось, его назначение – специально создавать прохладу и полумрак – неизбежные атрибуты монастырского воспитания. Я сделала важное открытие. Стоило прижаться грудью к парте, чуть-чуть приподнять голову, и сквозь щель в ставнях можно было увидеть клочок неба, ветку зеленой акации, одинокое окно да решетку балкона. По правде говоря, картина не очень интересная. Окно никогда не открывалось, а на балконной решетке почти всегда висели маленький детский матрасик и одеяльце. Но я была рада и этому. На уроках я опускала голову на сплетенные под подбородком пальцы, и в такой позе учителя находили мое лицо весьма одухотворенным. А когда я поднимала глаза к небу, настоящему голубому небу, которое проглядывало сквозь щель в ставнях, они радовались еще больше, думая, что я уже начала исправляться. Обманывая так своих воспитательниц, я испытывала удивительное наслаждение. Я мстила им. Мне казалось, что там, за окном, они прячут от нас жизнь. Пояснив, как надо писать, сестра Алекси представила нас самим себе. Первые ученицы класса, украшения передних парт, тотчас принялись за работу, а я не сидела рядом с ними и не заглядывала через плечо в их тетради, но я точно знала, о чем они пишут. Это была поэтическая ложь, примерно вот такого содержания. Первое, что я помню в жизни, это златокудрая нежная голова дорогой мамочки, склоненная над моей маленькой кроваткой, и ее голубые небесного цвета глазки, обращенные ко мне с улыбкой и любовью. На самом же деле бедные мамочки, кроме золотистого и небесно-голубого, могли быть обладательницами и других цветов. Однако эти два были для них обязательными, а для нас, учениц, такой стиль считался законом. Что касается меня, то я была совсем другим ребенком. Матери я лишилась очень рано. О ней у меня сохранились самые смутные воспоминания. Одно несомненно, у нее не было златокудрых волос и небесно-голубых глаз. Но все равно никакая сила на свете не могла заставить меня подменить в памяти подлинный образ матери каким-нибудь другим. Я сидела и ломала голову. О чем писать? Часы с кукушкой, висевшие под изображением Святой Девы Марии, ни на минуту не замедляли свои бега, а мне все никак не удавалось сдвинуться с места. Я развязала ленту на голове и перебирала волосы, опуская пряди на лоб, на глаза. В руке у меня была ручка. Я мусолила ее, грызла, водила ею по зубам. Как известно, философы и поэты имеют привычку почесывать во время работы нос, скрести подбородок. Вот так и у меня. Грызть ручку, напускать на глаза волосы. Признак крайней задумчивости, глубокого размышления. К счастью, подобные ситуации были редки. К счастью, да,
Иначе жизнь походила бы на спутанный клубок, который так же трудно распутывается, как и сюжеты наших сказок о Чаршамба-Карысы и о Джак-Анесы. Прошли годы, и вот сейчас в чужом городе, в незнакомой гостинице, я одна в комнате и пишу в дневнике все, что могу вспомнить. Пишу только для того, чтобы победить ночь, которая, кажется, длится вечность. И опять, как в далеком детстве, я тереблю свои волосы, опуская прядь на глаза. Как родилась эта привычка? Мне кажется, в детстве я была слишком беспечным, чересчур легкомысленным ребенком, который бурно реагировал на все проявления жизни, бросаясь в ее объятия. Вслед за этим неизменно наступили разочарования. Вот тогда-то, стараясь остаться наедине с собой и со своими мыслями, я пыталась сделать из своих волос покрывало, отгородиться им от всего мира. А что касается привычки грызть ручку, точно вертел шашлыком, этого, откровенно говоря, я объяснить не могу. Помню только, что от чернил губы у меня постоянно были фиолетового цвета. Однажды, я была уже довольно взрослой девочкой, меня пришли навестить в пансион. Я вышла на свидание с намалеванными под носом усами, а когда мне сказали об этом, чуть не сгорела от стыда. О чем я рассказывала? Да, сестра Алекси дала нам задание вспомнить свои первые впечатления в жизни, написать сочинение. Никогда не забуду. Несмотря на все мои старания, я смогла написать только следующее. Мне кажется, я родилась в озере, как рыба. Не могу сказать, что я совсем не помню своей матери. Помню также отца, кормилицу, нашего денщика, Хюсейна. Помню черного коротконогого пса, который гонялся за мной по улице. Как однажды я воровала из корзины виноград, и меня ужалила в палец пчела. Помню, у меня болели глаза, и мне их закапывали красным лекарством. Помню наш переезд в Стамбул с любимым Хусейном. Помню многое другое, но не это. Мои первые впечатления. Все это было гораздо позже. Совсем-совсем давно мне помнится, я барахталась нагишом в своем любимом озере среди огромных листьев. Озеро не имело ни дна, ни края и походило на море. По нему плавали огромные листья, оно было со всех сторон окружено деревьями. Вы спрашиваете, как может озеро с листьями на поверхности и высокими деревьями вокруг находить на море? Клянусь, я не обманываю. Я сама, как и вы, удивляюсь этому. Но это так. Что поделаешь? Когда потом мое сочинение читали в классе, все девочки поворачивались ко мне и громко смеялись. Бедной сестре Алексе с трудом удалось успокоить их и добиться тишины в классе. А ведь представь теперь передо мной сестра Алекси, похожая на обуглившуюся жерть в своем черном платье, со слепительно белым воротничком, с бескровным прыщеватым лицом в обрамлении капюшона, напоминающего женскую чудру, откинутую на лоб, с губами красными, как гранатовый цветок. Представь она передо мной и задай же тот же самый вопрос, я, наверное, не смогла бы ответить иначе, чем тогда на уроке французского языка, и опять стала бы доказывать, что родилась, как рыба в озере. Уже позже я узнала, что это озеро находится в районе Мосула, возле маленькой деревушки, название которой я всегда забываю, и мое бескрайнее, безбрежное море – не что иное, как крохотная лужица, остатки пересохшей реки с несколькими деревцами на берегу. Аудиорассказы от Эдемы Элай. Зейд ибн Аслам рассказал: «Однажды ночью я увидел, что Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, совершает обход вместе с караульным.
пошел вслед за ними и спросил его: «Ты мне разрешишь сопровождать тебя?» Он ответил «да». Когда мы вышли за пределы города, то увидели вдали огонь и решили: возможно, там остановились путники. Мы направились к огню и увидели там вдову и с ней плачущих детей. Она поставила для них на огонь котел, приговаривая: «Боже, будь справедлив ко мне и Умару, и возьми у него принадлежащее мне, ибо он сыт, а мы голодны». Когда Умар услышал ее слова, он подошел к ней, поприветствовал ее и спросил: «Разрешишь ли ты мне приблизиться к тебе?» Она ответила: «Если ты приближаешься с добром, с именем Аллаха». Умар подошел поближе, спросил о ее делах и о состоянии ее детей. Она ответила: «Я с этими детьми пришла издалека, я голодна, и они голодны, и я очень беспокоюсь за них. Они устали и так голодны, что не могут уснуть». Умар спросил ее: «А что в этом котле?» Она ответила: «Я поставила в нем воды, чтобы занять их, чтобы они думали, что в нем еда, и ждали, пока не заснут». И сказал Заид ибн Аслам: повелитель правоверных вернулся в город и направился в лавку продавца муки. Купил у него полный мешок муки, потом пошел в лавку мясника, купил у него жирный кусок мяса, взвалил это все себе на плечи и пошел к той женщине и ее детям. А я сказал ему: «О повелитель правоверных, дай я донесу все это за тебя». Он ответил: «Ты не поднимешь это вместо меня в этой жизни, так как поднимет мое бремя и возьмет на себя и на мою вину в судный день. И кто встанет между мной и проклятием той женщины, ниспосланной на меня?» И пошел, плача, пока не дошел до женщины. Она поблагодарила его и сказала: «Да воздаст тебе Аллах добром». Умар взял часть муки, кусок мяса, положил его в котел и начал разводить огонь. И каждый раз, когда костер начинал гаснуть, дул на него, и пепел летел на его прекрасное лицо, пока не сварилось все то, что было в котле. Тогда он налил еду в миску, накормил детей и женщину. И сказал ей Умар: «О женщина, не проклинай Умара, потому что он не знал о вас». Аудиорассказы от Эдемы Илай. В городе Чине жил некий падишах. Долго не было у него сына. Наконец жена его забеременела и в положенный срок родила мальчика. Позвал падишах астрологов и приказал: «Составьте гороскоп и предскажите судьбу моего сына Фархада». Астрологи ответили: «Твой сын будет мудрец и богатырь, но Всевышний сотворил его из глины любви». Поручили ребенка кормилицам и няням. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его отдали учиться в Мактаб. Падишах каждый день справлялся об успехах сына. Учитель отвечал: «О повелитель, никто не может сравниться с твоим сыном в учении, но я еще ни разу не видел на его лице улыбки». Мальчик был очень умный и сообразительный. Падишах, который уже состарился, подумал, не передать ли сыну царство и дела. Посоветовался он с визирями, потом позвал разных знаменитых мастеров и приказал: «Разбейте сад и постройте для моего сына дворец, чтобы в мире не было ему равного по красоте». Мастера приступили к работе. Спустя год и несколько месяцев Фархад говорит отцу: «Я пойду взгляну, как работают мастера». Пришел он и стал наблюдать. Видит, один мастер режет топором камень, словно масло ножом. Фархаду это очень понравилось, и он спросил: «Как это твой топор режет камень, словно масло?» А тот ответил: «Нам дает топоры старший мастер, у него и спроси».
Фархад подозвал старшего мастера. «Скажи, что это за искусство? Топор режет камень, словно масло». А старший мастер шепнул ему на ухо: «О, Шахзаде, это наша тайна. Все дело в закалке стали. И если я раскрою эту тайну, мое мастерство перестанет цениться». «Мне очень понравилось это ремесло», — сказал Фархад. «Сделай для меня топор и научи, как его закалять». Мастер не осмелился отказать царевичу. «Хорошо», — сказал он, — «приходи завтра». Рано утром Фархад пришел к старшему мастеру. Тот повел его в свою тайную мастерскую. «О, Шахзаде, я буду делать топор и закалять его, а ты наблюдай», — предложил он. Когда мастер кончил свое дело, Фархад сказал ему: «Мастер, а теперь ты смотри. Я изготовлю и закалю топор». Видит мастер, что топор Фархада красивее и острее, чем у него. Он насадил его топор на топорище, и Фархад, выйдя из мастерской, стал работать вместе с каменщиками. Он работал так хорошо, что каменщики остались довольны им. Фархад оттесывал камни лучше, чем другие. Каждый день он работал вместе с каменщиками. Дворец был воздвигнут за 4 года. Он весь был из мрамора. Об этом сообщили падишаху. «О, шах, дворец построен, изволь взглянуть». Падишах отправился смотреть вместе с визирями и вельможами. Видит, и вправду такого дворца нет во всем мире. Он остался очень доволен мастерами, дал им много денег и отпустил. В саду был устроен большой пир. На пиру падишах сказал своим приближенным: «О мужи государства, я уже стар и решил передать трон, венец и сокровищницу моему сыну Фархаду, ибо только этого я и прошу у Бога. Повинуйтесь ему». Тут Фархад и говорит: «Отец, я повинуюсь и великой радостью принимаю твое благодеяние. Но молодые подобны цветам дерева, они скоро осыпаются, так же, как и листья, а дерево живет дольше всех. Один только Бог знает, кто из нас умрет раньше, ты или я. Смерть не различает молодых и старых. Лучше сначала научи меня управлять государством, а потом уж передашь мне трон и царский перстень». Всем понравились его речи. На следующий день отец стал учить его законам чина, показывать ему свои сокровища. Начали они с казны. Падишах открыл сокровищницы, и Фархад смотрел и запоминал. Но один сундук с замком падишах не стал открывать. «Отец», — сказал Фархад, — «отопри его, посмотрим, что там». «Сын мой», — ответил падишах, — «с тех пор, как я царствую, не помню, чтобы этот сундук открывали. И ключа нет». «Отец, я поражен. Ты падишах и не знаешь, где найти ключ. Найди его, посмотрим, что в этом сундуке». Падишах очень любил сына и не мог ему ни в чем отказать. Он велел принести ключи и открыть сундук. В сундуке лежало большое зеркало. Поверхность его была покрыта черной краской, так что в нем ничего не отражалось. Внизу было что-то написано. Фархад вгляделся и прочитал: «Тот, кто посмотрит в это зеркало, увидит свое будущее». Фархад подумал: как же посмотреть в это зеркало? Отец и сын вышли из казны, но Фархад думал только о зеркале. Дни и ночи он размышлял, как бы посмотреть в него, и однажды спросил отца: «Как же очистить это зеркало?» «Сын», — отвечал падишах, — «это зеркало сделано еще во времена Искандара. Я не думаю, чтобы его можно было очистить. Я не знаю, как это сделать. Отец, вели его очистить, ведь ты падишах, делать нечего». Собрал падишах со всей державы мудрецов и ученых и приказал им: «Найдите способ очистить это зеркало». Один мудрец и говорит: «Живет в одной пещере человек по имени Сухайло. Вот уже несколько тысяч лет, как он поселился там. Только ему это по силам».
Падишах с сыном и несколькими воинами отправились в пещеру к Сухайло. Воины остались снаружи, а Падишах и Фархад вошли вовнутрь. «Ассаламу алейкум, Фархад!» – приветствовал юношу старец. Он обнял Фархада и крепко прижал к груди. «Слава Богу, мое желание исполнилось!» «О, старец!» – спросил Фархад. «Откуда тебе известно, что меня зовут Фархад?» «Дорогой сын», – отвечал старец, – «я был ученым, звездочетом, астрономом. Я знал, что на свете появится богатырь и мудрец, и просил Всевышнего не отнимать у меня жизнь до тех пор, пока не увижу тебя. Теперь я могу умереть». Фархад рассказал ему о зеркале. «Падишах, подожди здесь», – сказал старец, отвел Фархада в сторону и шепнул: «Фархад, лучше откажись от этой затеи». Но видя, что Фархад не собирается отказываться, старец уступил. «Хорошо, я укажу тебе путь». Он дал Фархаду какое-то зелье и объяснил: «Я приготовил это лекарство для тебя. Если помажешь им свое тело, никакая беда тебя не коснется. Отсюда ты отправишься на гору Букрота, потом пройдешь огромную пустыню и увидишь крепость. Как поднимешься к этой крепости, навстречу тебе выйдет див с большим камнем на голове. Ты тут же натри свое тело этим зельем, произнеси молитву, которую я тебя научу, и дунь на дива. Див бросит в тебя камень с головы, но ты не бойся, так как жизнь дива будет в твоих руках. Ударь его по шее мечом, и он испустит дух. После этого ты войдешь в крепость дива, и там увидишь дворец. Во дворце в нише найдешь скрижаль. Дальше поступай так, как на ней написано. Возьми там же плеть Сулеймана и меч Киршасиба. Когда выйдешь оттуда, отправляйся дальше. Через несколько дней пути снова окажешься в пустыне. Здесь опять увидишь крепость. Натрешь тело этим зельем и поднимешься без опасений к крепости. Оттуда выйдет белый дракон и начнет засасывать тебя, но ты не бойся его, так как его жизнь будет в твоих руках. Ударишь дракона мечом Киршасиба, и он сразу околеет. Тогда из крепости выйдет толпа красивых девушек. Они поклонятся тебе и ведут тебя во дворец. Одна из этих девушек будет с зеркалом на груди. Ты прицелься получше и пусти стрелу в это зеркало. Смотри, не промахнись, не то погубишь себя. Эти девушки-колдуньи, если ты попадешь, девушка умрет, умрут и все ее подруги. Этого возьми во дворце чашу Джамшида и иди к горе Букрота. На этот раз ты будешь избавлен от ужасов. Когда придешь к горе Букрота, увидишь пещеру, а в ней колодец Букрота. Подойди к краю колодца с чашей в руке. При свете чаши увидишь Букрота. Он будет тебя упрашивать, плакать и отговаривать. Не открывай, мол, зеркало и не ходи по этому пути. Если он не отговорит тебя, то укажет путь. Когда вернешься оттуда домой, сможешь открыть зеркало и увидишь в нем свое будущее. Старец Сухайло закончил говорить и отдал Богу душу. Фархад и отец похоронили старца в пещере, прочитали над могилой молитвы и вернулись в город. А Фархад стал готовиться в путь. Падишах с войском отправились вместе с Фархадом. Прошли они несколько переходов и подъехали к жилищу дива. Показалась его крепость. «Сын мой, что это?» – спросил Падишах. «Что бы это ни было, – отвечал Фархад, – я остановлюсь здесь». Тут все сошли с коней, и Фархад приказал: «Пусть все останутся здесь, я пойду к крепости один». «Сын мой дорогой», – взмолился отец, – «не допущу я, чтобы ты один пошел. Я пошлю отряд на разведку». «О, отец», – сказал Фархад, – «как же мы пошлем войско, не зная, что там? Если воинов убьют, на нас ляжет вина за это. Если что-нибудь может случиться, пусть случится только со мной.
Отцу пришлось согласиться. Фархад расстался с войском, и когда отошел так далеко, что его не стало видно, натер свое тело зельем и направился к крепости. Осталось всего каких-нибудь 50 шагов, как из крепости послышался голос Дива. «Ага, чую запах человека!» Див с камнем на голове выскочил из крепости и бросился на Фархада. Он швырнул Фархада камень, но тот произнес молитву, которой научил его старец Сухайло. Кинулся на Дива и ударил его мечом по шее. Див испустил вопль и издох. Войско падишаха, услышав этот вопль, повалилось на землю от страха. Фархад, убедившись, что Див мертв, поблагодарил Всевышнего и вошел в крепость. Там был дворец. В одной нише он нашел скрижаль и внимательно прочитал все, что на ней было написано. Осмотревшись вокруг, он увидел связку ключей, взял их, стал открывать комнаты и осматривать сокровища. В последней комнате он увидел, что на стене висит плеть Сулеймана и меч Киршасиба. Он снял их, поцеловал, приложил к глазам, поблагодарил Бога, вышел из крепости и вернулся к войску. Придя к отцу, Фархад сказал: «О великий падишах, я сразил Дива, поделив все его богатство между своими воинами». Воины направились к крепости и увидели мертвого Дива. Они стали благодарить Фархада, возносить ему хвалу. Падишах поделил сокровища Дива между воинами, и они направились к горе Букрота. По пути они испытали всяческие бедствия. Погибло много коней и людей, разбились повозки. Наконец они прибыли к жилищу дракона. Падишах услышал дыхание дракона и спросил: «Сын мой, что это такое?» «Не знаю, отец», – отвечал Фархад. «Побудьте здесь, а я пойду на разведку». Воины остались, а Фархад пошел один. Он прошел около форсанга пути, когда показалась крепость. Юноша бесстрашно подошел к ней и увидел дракона, который спал, растянувшись на 50 шагов. Фархад снова натер свое тело зельем и приблизился к дракону. Тот проснулся и стал засасывать Фархада в себя. Фархад произнес молитву, и дракон стал слабеть, но все еще продолжал засасывать Фархада, словно клочок ваты. Богатырь ударил дракона мечом Киршасиба и разрубил надвое. От ядовитых паров дракона он 3 дня и 3 ночи лежал без чувств. Потом пришел в себя и увидел, что дракон лежит словно гора. Тогда он поблагодарил Бога и направился к крепости. Из ворот вышли красивые девушки в платьях одного цвета, все похожие друг на друга. На груди одной из них было зеркало. Они с поклоном подошли к Фархаду и пригласили его во дворец. Фархад, помня совет старого Сухайло, быстро выхватил стрелу, вложил в лук и пустил в грудь девушки из зеркалом. Девушка вскрикнула и повалилась на землю. Раздался какой-то странный звук, и свет померк. Фархад испугался и упал без чувств. Спустя день и ночь он пришел в себя, огляделся, но не увидел ни одной девушки. Храбрец вошел в крепость. Там стоял высокий дворец, а возле него лежала скрижаль. Он поднял ее, прочитал, нашел по указаниям чашу Джамшида. После этого покинул крепость и пришел к отцу. Все обрадовались его счастливому возвращению и побежали навстречу. А он предложил: «Пойдем, отец, взгляни на дракона, которого я сразил». И все пошли в крепость. При виде мертвого дракона они лишились чувств. Потом пришли в себя и стали хвалить Фархада. Воины собрали в крепости все сокровища, навьючили на коне и двинулись к горе Букрота. Шли они месяцы и дни и пришли к высокой горе. Потом шли несколько дней по ущелью и пришли к пещере. Это и была пещера Букрота. «Теперь вы все побудьте здесь», — сказал Фархад, «а я пойду в пещеру и узнаю, что там». «Сын мой», — стал уговаривать его отец, — «давай войдем все вместе». «Отец,
то, что должно случиться, пусть случится со мной, а вы оставайтесь здесь. Пусть меня постигнет то же, что и тебя», – перебил его отец. «Я не отпущу тебя одного, пойду с тобой». Отец и сын поручили войско начальникам. «Пока мы не выйдем из пещеры, ждите нас». И они вошли в пещеру. Там было так темно, что они не знали, куда ступить. Фархад вынул чашу Джамшида. Она осветила пещеру, и они пошли дальше. Через какое-то время они встретили старца. Он обратился к Фархаду. «Ассаламу алейкум, о Фархад, подойди ко мне. Вот уже много лет я жду тебя. Слава Богу, наконец ты пришел, исполнилось мое желание». Он обнял Фархада, а потом приветствовал падишаха. Фархад заговорил. «О мудрый старец, откуда ты знаешь, что я Фархад?» «Фархад», — ответил старец, — «я Букрот. Я был мудрецом Искандара Зулкарная. Уже тогда я знал, что родится богатырь Фархад. Я знал все, что приключится с тобой. Див и дракон, которых ты встретил по дороге. Это все мое колдовство. Я и спросил у Всевышнего долгие годы жизни, чтобы увидеть такого богатыря, как ты. Чего ты желаешь, скажи, я исполню твою просьбу». Фархад спросил, как сделать зеркало, как его очистить. А Букрот ответил: «О, Фархад, не старайся очистить зеркало. Не то много бедствий придется тебе испытать. Ты знаешь, сколько я прошел ради этого, сколько тягот испытал. Теперь уже поздно возвращаться». Букрот знал, что Фархад не свернет с этого пути. Он отвел его в сторону и сказал: «О, Фархад, Всевышний сотворил тебя из глины любви. Ты не послушаешься ни моих советов, ни чьих-либо других. Возвращайся домой. Теперь зеркало очистится. Снять с него чары могу только я. Это зеркало было сделано мудрецами Афлатуном и Арасту. Они тоже знали, что ты должен был родиться, но им пришлось покинуть этот свет, хотя они и были мудрецами, и я его покину». Букрот произнес эти слова и умер. Долго плакал Фархад. Похоронили они с отцом Букрота, поплакали над ним и вернулись к войску. Все воины были целы и невредимы. Оттуда они направились в Чин. Долгие месяцы шли, претерпели много бедствий и прибыли наконец в Чин. Здесь падишах отпустил воинов. Фархад пошел один в сокровищницу, где лежало зеркало. Как только он подошел к зеркалу, оно открылось само собой. Фархад посмотрел в него и увидел степь без конца и края. Множество людей долбили каменную землю кирками и мотыгами. Однако, сколько ни старались, не могли отодрать и камешка. Но вот к ним подошел юноша. Он во всем походил на Фархада, так что тот воскликнул: «Как этот юноша похож на меня!» Юноша приветствовал людей, потом вынул из-за пояса топор и стал дробить камень. Топор его врезался в камень, как в масло. Через некоторое время появилась группа всадников. На них были царские одежды, сбруи на конях и золото. Они подъехали к народу и остановились. Оказалось, что это были девушки. Они с удовольствием наблюдали, как тот юноша рубил камень. Вдруг подул ветер и приподнял покрывало с лица одной из них. Она была так красива, что лицо ее, словно лучезарное солнце, озарило все вокруг. Юноша, похожий на Фархада, взглянул на нее и упал без чувств. И сам Фархад тоже лишился чувств. 3 дня и 3 ночи не могли найти Фархада, хотя искали повсюду. Тогда его отец пошел в сокровищницу, где хранилось зеркало, и нашел там сына. Он лежал словно мертвый. Падишах, увидев, что Фархад лежит бездыханный, воскликнул и упал без чувств. Его голос услышали, и в сокровищницу прибежали придворные и слуги. Они нашли там падишаха и Фархада, которые лежали словно мертвые. Их вынесли наружу, дали им понюхать зелья.
Сначала пришел в себя падишах, а потом Фархад. Фархад после этого стал бледнеть, похудел, но никому не сказал ни слова о том, что увидел в зеркале. Падишах созвал всех мудрецов и ученых своей страны и приказал: «Вылечите моего сына, он тает с каждым днем». Мудрецы ответили: «Нужно послать его в тайное место, где здоровый воздух, может быть, там ему станет лучше». Падишах и Фархад тут же вместе с войском отправились искать такое место. Доехали они до берега моря, разбили там палатку и сделали привал. Мудрецы сказали: «Надо переправиться на тот берег и узнать, какой там воздух». Падишах, Фархад и несколько мудрецов сели на корабль и доплыли к тому берегу. Но вдруг подул сильный ветер, море стало бурным, и корабль перевернулся. Все оказались в воде. Падишах забрался на обломки корабля и поплыл к суше. Вылез он на берег и пешком пошел к своим воинам. Падишах долго рыдал от горя. Наконец потерял всякую надежду на возвращение Фархада и вернулся в столицу. А Фархад между тем плыл на доске и прибило его к острову у другого берега моря. Выбрался он на сушу и остановился, не зная, куда идти. Его мучили голод и жажда. Через некоторое время показался корабль. Когда корабль подплыл ближе, Фархад увидел на нем целый караван купцов. Юношу заметили, и капитан остановил корабль. Фархад взобрался на корабль. Никто не говорил с ним, и сам он не промолвил ни одного слова. Так плыли они несколько дней и ночей, и вот однажды на море появились лодки. На корабле все заплакали. «Почему вы плачете?» – спросил Фархад. Ему ответил предводитель каравана: «Юноша, готовься к смерти. Если можно объяснить мне, в чем дело?» «Ой, юноша», – ответил предводитель, – «это пираты. Они всегда появляются в этом месте и грабят всех. Если кто-нибудь оказывает им сопротивление, они поджигают корабль». «Не горюйте», – утешил их Фархад. «Вот увидите, я справлюсь с ними». Люди на корабле удивились, а Фархад вложил в лук стрелу и пустил ее. Каждая его стрела попадала в лодку, и та погружалась в воду. Через час Фархад потопил все лодки. После этого люди на корабле очень полюбили Фархада и стали относиться к нему с уважением. Предводитель пригласил его в свою каюту и не отпускал его от себя. Однажды ночью он спросил его: «Как тебя звать, юноша?» Фархад назвал свое имя, а предводитель сказал: «Меня зовут Шапур. Откуда ты едешь, Фархад? И куда держишь путь? Почему ты такой печальный?» Фархад скрыл от него свою тайну и не сказал, что он царевич. Он ответил: «Однажды я увидел во сне пустыню несправедливости, где люди, изнемогая от усилий, дробили камень. Вдруг появился юноша с топором в руке. Юноша это был будто мой двойник. Он подошел к каменотесам, вынул топор и стал тесать камни, словно масло резал. Каменотесы только дивились, а в это время показалось облако пыли, и прискакали всадницы девушки. Лица их были закрыты покрывалами. Они подъехали ближе и стали смотреть, как юноша тесал камень. Тут подул ветер и приподнял покрывало с лица одной девушки. Юноша встретился с ней взглядом и упал без чувств, пораженный ее красотой. Я же проснулся и тоже лишился чувств. Когда я пришел в себя, все мои мысли были только об этой девушке». Шапур выслушал рассказ Фархада и промолвил: «Любезный юноша, я знаю эту пустыню, этих девушек и этих каменотесов. Но откажись от своей мечты, я отвезу тебя на родину». «Нет», – ответил ему Фархад, – «пока я жив, я не сверну с пути». «Коли так, – сказал ему Шапур, – помогу тебе, не горюй». Вскоре они приплыли к берегу. Купцы выгрузили товары и вошли в город.
Шапур все свои товары отдал купцам и сказал им: «Остаток своей жизни я проведу рядом с Фархадом». Они простились со всеми и тронулись в путь. Днем шли, а вечером беседовали. Шапур, чтобы заставить Фархада рассказать о себе, говорил только о любви. Так шли они 20 дней. Фархад наконец доверился Шапуру и поведал ему все о себе. «О, Фархад, — сказал Шапур, — пустыня, которую ты видел во сне, это пустыня Ширин, а та девушка была сама Ширин». Шапур был купцом, объехал все страны света и знал все пути. Они шли еще 10 дней и пришли в какой-то город. Здесь они прожили несколько дней и узнали, что в этом городе правит сестра Ширин. Вот уже 3 года 3000 человек роют канал, чтобы провести в пустыню воду и разбить там сады. И вот Фархад предложил Шапуру: «Друг, вставай, пойдем в пустыню, посмотрим, сбудется ли то, что я видел в зеркале». Они вышли из города, прошли 4 фарсанга и очутились в пустыне, где работали 1000 людей. Шапур спросил Фархада: «О, Фархад, это ли ты видел в зеркале?» «Да, дорогой брат», — ответил Фархад, — «это самое». Они подошли еще немного, приблизились к людям и увидели, что те с огромным трудом дробят китменями камни. Люди были тощие, обросшие волосами, оборванные. Фархаду стало их очень жаль, и он заплакал. Оба спросили: «О, люди, что вы здесь делаете? Какая польза от вашей работы?» Им ответили: «По велению падишаха уже 3 года мы роем канал, но не знаем зачем». Тогда Фархад сказал: «Я сделаю за вас эту работу». Люди удивились: «Как же ты один сможешь выполнить ее?» «А вот посмотрите как», — сказал Фархад, вынул топор и стал крошить камень, словно масло резал. За 3 часа он прорыл канал длиной в 300 шагов. Люди были поражены. «Что это за топор, который так легко дробит камень?» – спросили они. В это время подошел визирь, которому было поручено наблюдать за работами. Ему понравилась работа Фархада. Он похвалил его и спросил: «Прекрасный юноша, кто ты и что привело тебя сюда?» Фархад ответил: «О, визирь, меня послал сюда Бог. Пусть эти люди идут к своим семьям, отпусти их. Я один закончу эту работу». «Хорошо, юноша», — согласился визирь, «но сначала я сообщу о тебе падишаху, а потом уже отпущу людей». Визирь отправился к падишаху, поклонился до земли и доложил: «О, падишах вселенной, поздравляю, счастье сопутствует тебе». «Говори», — приказала царица, и визирь продолжал: «Среди рабочих появился человек, который режет камень словно масло. Я видел, как он работает. За полчаса он прорыл канал в 50 шагов. Если ты не увидишь своими глазами, то не поверишь». А Фархад тем временем отпустил людей. «Ступайте к себе домой», — сказал он им, — «я освобождаю вас. А если явится сюда падишах, я отвечаю». Люди возблагодарили Фархада и разошлись по домам. Царица захотела сама посмотреть на работу Фархада. Вместе с Ширин и служанками они поехали в степь. Фархад заметил, что к нему приближаются всадницы с покрывалами на лицах. То же самое он видел и в зеркале. От этого сила Фархада удвоилась, и он стал работать еще быстрее. Всадницы подъехали, остановили коней около Фархада и стали хвалить его. Ширин взглянула на Фархада и тотчас же влюбилась в него. Она подумала: «О, если бы мне провести всю свою жизнь с этим юношей, чтобы прах под его ногами был целебной мазью для моих глаз». Внезапно ветер приподнял покрывало с лица Ширин. Фархад увидел ее лучезарную красоту и лишился чувств. Шапур бросился к Фархаду, а девушки сошли с коней и стали утешать Шапура.
Фархада отвезли в город. Ему дали понюхать зелья, и он пришел в себя. В честь Фархада устроили большой пир и привели красивых девушек. Фархад смотрел, но не находил своей возлюбленной. Все пиршество показалось ему не стоящим и соломинки. Но вот открылась дверь, и вошла Ширин, стройная и прекрасная. Фархад взглянул на красавицу и опустил глаза. Ширин тоже посмотрела на Фархада и сказала: «О, прекрасный юноша, прими чашу из моих рук». Фархад встал, с поклоном взял у Ширин пиалу, выпил единым духом и упал без чувств. Пиршество расстроилось. Ширин положила голову Фархада к себе на колени. Сколько ни старались, не смогли привести его в чувство. Тогда Ширин велела отвести его в соседнюю комнату и уложить там, а сама пошла в другую комнату. Через некоторое время Фархад открыл глаза и увидел, что он один в незнакомой комнате. Он встал, не сказал никому ни слова и пошел в степь. Видит, там, где он работал, сидит Шапур и плачет. Они обнялись. Фархаду стало жаль Шапура, и он сказал: «О, верный брат, Всевышний привел меня к этим скалам. Теперь мне нет избавления от этой работы. Возвращайся к себе домой, не мучай себя. Я останусь здесь со своими горестями». «Фархад», — ответил Шапур, — «я поклялся быть с тобой, покуда жив. Если ты умрешь, я буду шейхом на твоем мазоре, а когда умру сам, то лягу рядом с твоей могилой». Обрадовался Фархад. «О, Шапур, Всевышний да вознаградит тебя». И он приступил к работе и за день сделал столько, сколько люди делали за 10 дней. И вот визирь снова явился посмотреть и опять похвалил Фархада. А тот спросил: «О, великий визирь, для чего нужен этот канал?» «Этот канал, — ответил визирь, — ведет к пустынным землям, которые будут превращены в сад и цветущие поля». Услышал это Фархад, и силы его утроились. Ширин каждый день приходила навестить его, поднимала покрывало с лица, смотрела на юношу и возвращалась во дворец. Фархад за месяц прорыл канал. В конце канала он сделал водоем. На краю его воздвиг большой трон из мрамора. Никто никогда не видел ничего подобного. Фархад разрисовал трон и предложил Шапуру: «Теперь пойдем, пустим воду». Они пустили воду, и царицы доложили об этом. Вместе с визирями и вельможами она тут же пришла посмотреть. Увидев канал, водоем и мраморный трон, царица очень обрадовалась. Фархада привели в город и устроили большой пир. Вдруг в полночь прибежали сторожевые и сообщили: «О, царица! Город окружило бесчисленное войско». Все были поражены. Утром царице принесли письмо, в котором было написано: «Я падишах Харсов, шлю тебе привет. Я великий падишах, войску моему нет числа. Я целый месяц шел в твою страну, чтобы взять в жены Ширин, твою сестру. Если ты откажешь, то приготовься к войне». Царица прочитала письмо и задумалась. Позвала она визирей и военачальников на совет. Визири сказали: «О, царица, Харсов – жестокий тиран. Кулаком по шилу не ударишь. У нас мало войска, ты сама знаешь это». Но царица перебила их. «Вы все знаете, ради чего Фархад столько трудился. Ширин не согласится стать женой Харсова». Позвали Ширин, прочитали ей письмо Харсова. Она сказала: «О, люди! Фархад пришел в нашу страну и претерпел столько бедствий ради меня. Я не променяю и лоскутка с его плеча на царство Харсова». И царица написала Харсову, что Ширин больна, и ответит, когда выздоровеет. Харсов пришел в ярость и приказал: «Ни одного человека не впускать в город и никого не выпускать».
Он осаждал город целый год. Прослышал Харсов о подвигах Фархада, о его любви к Ширин и приказал своим воинам: «Найдите и приведите ко мне Фархада, где бы он ни был». И вот привели к нему Фархада. Харсов сказал: «Ты любишь Ширин и хочешь взять ее в жены. Так знай, что не бывать этому. Нищим не подобают такие мечты, откажись, а не то я велю отрубить тебе голову». А Фархад ответил: «О, жестокий падишах, о, глупец! Ты мечтаешь о Ширин, но она не любит тебя. Ты можешь меня убить, но своего ты не добьешься. И если перед тобой виновны я и Ширин, то народ не виновен, а ты запер всех в городе. Освободи народ, а со мной делай все, что захочешь». Как услыхал это Харсов, сразу же приказал позвать палача, но визирь остановил его. «О падишах вселенной, как можешь ты равнять себя с нищим? Весь мир узнает, что ты казнил его из-за Ширин, и тебя будут порицать. Заточи его в темницу, а осаду с города не снимай. Мы заставим их уступить силе». Харсову понравился совет визиря. Он приказал бросить Фархада в темницу и приставить стражу из 100 воинов. Пищей Фархаду в темнице были вздохи и стоны. Он произнес заклинание, которому его научил Букрот, и двери темницы растворились. Фархад вышел из темницы, весь день ходил, плача и стеная по степи, а ночью возвратился в темницу. Стражники посоветовались как-то и решили освободить его, даже если Харсов казнит их. И они предложили Фархаду: «О, храбрый муж, ступай, куда хочешь, мы отпускаем тебя». «Я не хочу», — ответил он, — «чтобы из-за меня Харсов убил 100 человек. Пусть падишах казнит меня, но вы должны жить ради своих детей. Я не хочу вашей смерти». Так шло время. Днем он ходил, плача и стеная по степи, а ночью возвращался в темницу. Харсову сказали: «Твои стражники днем освобождают Фархада, а на ночь запирают в темницу». Падишах пришел в ярость, прибежал в темницу и, не найдя там Фархада, спросил гневно: «Где Фархад?» Стражники ответили, дрожа от страха: «О падишах вселенной, дверь темницы заперта, но замок открывается сам собой, и Фархад уходит». Харсов не поверил и решил сам караулить день и ночь. Когда солнце село, в темницу вошел, рыдая, Фархад. Шах всю ночь без сна простоял на страже. На рассвете замок открылся сам собой. Фархад вышел из темницы и отправился в степь. Падишах изумился, оседлал коня и вернулся в свой шатер. Он рассказал все, что видел визиря. «Фархада надо убить», — сказал он, — «но так, чтобы никто не подумал, что это сделано по моему приказу. Того, кто убьет Фархада, я щедро награжу, так что он не будет нуждаться до конца своих дней, и причислю к знати». Прослышала об этом одна старуха. Пришла к царскому шатру и говорит: «Ты обещал наградить того, кто убьет Фархада. Я убью его». Харсов сказал: «Если ты это сделаешь, я велю построить для тебя высокий дворец и кормить до самой смерти курдючным салом». Старуха вышла от падишаха, надела на себя зеленые одежды, взяла в руки посох и направилась к горе. Фархад сидел под скалой и проливал горючие слезы. Вдруг он услышал чей-то жалобный плач. Видит, идет к нему старушка в лохмотьях. В сердце его пробудилась жалость. Кто эта старушка? Наверное, как и я, из дальних стран. Он пошел к ней навстречу, приветствовал, стал расспрашивать: «Кто тебя обидел? Почему ты плачешь так жалобно?» Она рассказала: «Меня обидел падишах Харсов. Я была святой отшельницей и предавалась молитвам и постам в своей келье. Пришел падишах Харсов
осадил город, и воины падишаха схватили меня и привели к нему. Падишах приказал мне немедленно покинуть город и грозил повесить, если я не послушаюсь. И пошла я по горам и степям, проклиная падишаха, и вот набрела на тебя. Я такой же несчастный, как и ты, сказал Фархад. Пойдем в мое жилище, поговорим о твоих горестях. Пришли они к Фархаду, и он спросил ее: скажи, ты не знаешь, женился ли Харсов на Ширин? Она ответила: Ширин была влюблена в Фархада и потому отвергла Харсова. Тогда ее выдали за него силой, уже сыграли свадьбу, но Ширин приняла яд и умерла. Я сама это видела. Ее уже похоронили, и я была на ее могиле. И она стала проклинать Харсова, а Фархад, как только услышал ее слова, закричал: «О, горы и степи, простите, что я так долго оглушал вас своими рыданиями!» Потом ударился головой о камень и снова закричал: «О, божьи твари, простите, что я долго тревожил вас своими страданиями!» Он еще раз ударился головой о камень и в третий раз закричал: «О, ветер, если ты будешь в чине, расскажи моим родным, что произошло со мной, несчастным». И Фархад отдал Богу душу, а старуха заторопилась к Харсову. Но в пути львы разорвали ее на части и разбросали их по разным местам. Шапур каждый день навещал Фархада. Он пошел в пустыню и увидел, что Фархад мертв. Тогда Шапур лег рядом и стал охранять тело друга. Весть о смерти Фархада дошла до Харсова. Он обрадовался и отправил письмо сестре Ширин. «О, царица!» – написал он. «Фархад покончил с собой. Отдай теперь за меня Ширин». Царица позвала сестру и сообщила ей о смерти Фархада. Ширин вскрикнула и лишилась чувств. Когда она пришла в себя, то захотела покончить с собой, но потом подумала: может быть, это ложь? Я должна увидеть своими глазами тело Фархада. Если же это правда, мне незачем больше жить. И она сказала сестре: я очень огорчена. Пусть Харсов даст мне 3 дня сроку. Я поеду в пустыню, а потом выйду за него. Такой ответ и дали Харсову. Он очень обрадовался и сказал, что согласен ждать 3 дня. Ширин оделась получше и отправилась со своими служанками в пустыню, а Харсов и его придворные поехали поглядеть на девушек. В пустыне ветерок приподнял с лица Ширин покрывало, а сын Харсова увидел, как она красива. «Мой отец – старик», – подумал он, – «такую девушку он должен сосватать для меня, а не для себя. Если я не убью отца и не возьму эту красавицу, жизнь не имеет смысла». А Ширин пришла туда, где лежал мертвый Фархад. Увидев тело любимого, она подошла к Шапуру и сказала шепотом: «Я заберу тело Фархада в город». Вернулись они. Сын Харсова в полночь собрал друзей, рассказал им о своей любви к Ширин и закончил: «Если мы убьем моего отца, я всех вас сделаю знатными, дам каждому удел». Друзья одобрили его намерение. Утром они спрятали под одеждой оружие и пошли приветствовать падишаха. Сын сзади подошел к отцу и мечом отсек ему голову, а другие расправились с приближенными Харсова. Сын Харсова воссел на трон. С этого дня он стал убивать и сажать в темницу всех, кто был близок к его отцу. Слухи об этом дошли до Ширин. Став падишахом, сын Харсова снял с города осаду и стал оказывать милости народу. Повсюду он велел говорить: «Проклятие Харсову, который коварно убил благородного богатыря Фархада». После этого новый падишах послал письмо Ширин. В нем говорилось: «О, Ширин, ты знаешь, что я убил родного отца за то, что он погубил невинного Фархада.
Я расправился также с друзьями отца. Если бы Фархад был жив, я отправил бы его к тебе. Но теперь ничего не поделаешь. Выходи за меня, ведь я падишах». Ширин написала в ответ: «О падишах вселенной, Фархад погиб из-за меня. Разреши мне привести в город его тело и похоронить. Потом я выйду за тебя». Падишах вынужден был согласиться. Ширин позвала Шапура и попросила привести тело Фархада. Шапур выполнил ее просьбу. Ширин велела воздвигнуть мавзолей и курить там благовония. Туда она приказала вести тело Фархада, сама омыла его и положила тело на возвышение. После этого Ширин пошла к сестре. «О, царица!» — сказала она. «Разреши мне принять в эту ночь дорогого гостя». Сестра разрешила. Ширин отправилась в мавзолей Фархада, заперлась изнутри, распустила косы, разорвала на себе одежды и воскликнула: «Фархад, ты услышал весть о моей смерти и лишил себя жизни. Как же я могу жить, когда ты мертв? Без тебя мне свет не мил». И она обняла мертвого Фархада и вонзила себе в сердце кинжал. На следующий день Ширин не явилась приветствовать царицу. Царица удивилась и сама пошла в покое Ширин, но дверь оказалась запертой. Она велела взломать дверь, но в комнате никого не оказалось. Тогда она пошла в мавзолей и увидела там мертвых Фархада и Ширин. Царица не перенесла этого и тоже покончила с собой. Весть о том дошла до народа. Сын Харсова тоже узнал. Все сильно горевали, но пользы от этого не было никакой. Всех трех похоронили вместе, а Шапур стал шейхом на их мазоре. В ту же ночь огромное войско окружило город. Это было войско отца Фархада, который разыскивал сына. Когда Фархад исчез, его отец и мать умерли от горя. Престол занял визирь Бахрам. Он очень любил Фархада, так как тот вырос на его руках. Как только Бахрам стал шахом, он отправился разыскивать Фархада и прибыл в этот город. Здесь он узнал о смерти Фархада, Ширин и царицы. Отправился к их могиле и долго плакал и молился там. Шапуру он привел в свой шатер и выслушал его рассказ обо всем, что произошло. А на утро он послал письмо сыну Харсова. «Я требую от тебя расплаты за кровь Фархада, Ширин и царицы. Завтра готовься встретить меня». Сын Харсова прочитал письмо и написал ответ: «Брат, я не виновен в смерти Фархада, Ширин и царицы. Пошли ко мне Шапура, я расскажу ему обо всем, а ты хочешь верь, хочешь не верь, но такова моя воля». Бахрам послал Шапура, а сын Харсова сказал ему: «О, Шапур, ты знаешь, что я не виновен, ведь я даже убил родного отца, чтобы спасти от него Ширин. Передай мои слова Бахраму». Шапур вернулся и сказал, что сын Харсова не виновен ни в чем. Гнев Бахрама прошел, и он отправил новое письмо с требованиями возместить все убытки, нанесенные войсками Харсова. Сын Харсова принял его требования и возместил из своей казны все убытки. Бахрам украсил мазор Фархада, Ширин и ее сестры, потом созвал визирей и объявил: «Царство и трон без Фархада мне не надобны. Вместе с Шапуром я проведу остаток своих дней на мазоре Фархада как отшельник». Он назначил одного из визирей падишаха вместо себя, отпустил войско в Чин, а сам остался с Шапуром на мазоре. Аудиорассказы от Эдемы Элай.
давние времена один ученый человек поехал путешествовать по миру в поисках знания. В пути, в здании караван-сарая, он поприветствовался с одним богатым купцом. Он был так богат, что его товары были навьючены на 150 верблюдов, и ему служили 40 человек. В одной из жарких ночей ученый и купец стали вести разговор о своих делах. Правда, на самом деле разговор вел только купец. Ученый только слушал, потому что не любил пустых и бесполезных разговоров. Купец говорил: «Такой-то мой склад находится в Туркестане, а такой-то мой груз хранится в Индии, а это документ на владение вот такой-то земли, а вот тот человек отвечает за такое-то мое имущество». А еще он говорил, что собирался поехать в Александрию, потому что, как говорят, там очень хороший климат. Потом он говорил: «Нет, не поеду я туда, потому что у людей бывает на море морская болезнь». «Эх, мудрец», — сказал он немного погодя, — «я собираюсь совершить одно путешествие. Если оно будет успешным, то весь остаток жизни я смогу сидеть дома и совсем не буду работать». «А что это за путешествие?» – поинтересовался ученый. «Расскажи мне о нем, я послушаю». Купец ответил: «Привезу из Парижа серу и отвезу ее в Китай. Она там ценится очень дорого. А из Китая я вывезу китайский фарфор и переправлю его в Рим. Там тоже хорошо заработаю. Из Рима же отвезу в Индию шелковые ткани. Говорят, это очень прибыльное дело. Из Индии вывезу в Алеппо сталь, а из Алеппо в Йемен стекло, а из Цейлона привезу в Париж покрывало. Ну, а потом брошу торговать». Когда купец утомился и у него уже не было сил говорить, он посмотрел с гордостью на ученого. «Смотри, мол, какой я богатый и преуспевающий». Ученый лишь спросил его: «А что же ты делаешь с прибылью, которую ты получаешь от торговли?» «Секрет моего благополучия в том, что я не даю ни дирхама никому, даже самым близким родственникам. Лучше копить богатство для того, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Ну и еще, чтобы оставить своим детям достойное наследство», – ответил купец и похвастался еще раз: «Если ты тоже будешь поступать, как я, то очень скоро станешь богатым человеком». «Поистине, такого человека, как ты, я вижу впервые», – многозначительно ответил ученый и добавил: «Послушай меня, о купец, поистине Аллах не любит хвастунов, опомнись, ведь ты не соберешь с собой на тот свет свои сундуки с золотом и серебром, но они могут принести тебе огромную пользу в этом и в ином мире, если ты будешь тратить часть своего богатства на добрые дела лишь ради одного Аллаха». Услышав такие речи, лицо купца сразу поскучнело. Он молча повернулся спиной к ученому, давая понять таким образом, что не хочет больше разговаривать с ним. Интересно узнать, что случилось с купцом и ученым. А вот что. Прошло немного времени, и до ученого дошла весть о гибели хвастливого и скупого купца со всем его караваном в бездомных песках одной из пустынь. После этой вести ученый долго сидел в мечети и размышлял о людях, которые не запасают добрые дела для того, чтобы заслужить довольство Аллаха, Господа миров. В Коране сказано: «Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и несостоящим с вами в родстве, собратьям по ремеслу, путникам и тем, кем вы владеете. Воистину, Аллах не любит гордецов, спесивцев, которые сами скупы и другим людям велят быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им по щедрости своей». Аудиорассказы от Эдемы Элай.
Была у одного бедняка прекрасная лошадь необыкновенной красоты. Когда он восседал на этой лошади, все смотрели на него восхищенными глазами, и сердце его преисполнялось гордостью. Вместо того, чтобы работать в поле, он разъезжал целыми днями на своей лошади. Заедет, бывало, на городскую рыночную площадь и с успокоением слушает, как люди говорят. Важная, видать, особа. А если окажется в деревне, скачет прямо к дому старейшины, ожидая торжественной встречи. И всякий раз его ожидания оправдывались. Старейшины устраивали его честь пышные пиры, укладывали спать на богатые ложа, а утром с почестями провожали. Никогда еще ему так не жилось хорошо. Однажды заехал он в один город, красуется на своей лошади перед жителями, а они ахают. Не иначе, как знатный торговец или доблестный воин возвращается с поля сражения. Дошла весть о появлении незнакомца и до правителя города. Бедняка приняли приветливо, с подобающим почетом. Отвели в дом для гостей и накормили, а когда наступила ночь, сказали: «Спи спокойно, мы позаботимся о твоей лошади». Но бедняк попросил: «Пусть она останется здесь, в доме для гостей». «Но такого еще никогда не бывало. Мой конь для меня все». «Что, родной брат, мы всегда спим в одной комнате». Остался конь со своим хозяином. Среди ночи конь вдруг стал громко хрипеть. Бедняк зажег светильник, подошел к коню и увидел, что он уже мертв. «Мой конь, мой прекрасный конь умер!» – закричал он. Прибежали члены семьи правителя города. «Не убивайся так», – сказали ему. «Все лошади рано или поздно умирают». Однако бедняк не унимался. Он вопил так громко, что разбудил самого правителя города, и тот пришел узнать, в чем дело. «Да не голоси ты так», – сказал он бедняку. «Я отдам тебе одну из своих лошадей». Немного погодя привели прекрасного коня. Успокоился бедняк, поблагодарил правителя, и тот вместе со всей своей семьей отправился к себе. При тусклом свете свечи бедняк пристально рассматривал своего нового коня. И вдруг как громко закричал: «Боже, как я страдаю! Боже, как велика моя потеря!» Снова прибежали слуги, за ним и вся семья правителя. Но сколько они не утешали бедняка, он продолжал заливаться слезами. Наконец правитель спросил: «Почему ты рыдаешь? Ведь тебе подарили нового коня, не хуже старого». Но бедняк возразил: «Как мне не рыдать? Твой дар и впрямь прекрасен. Так же, как прекрасен был мой старый конь. Если бы он не умер, у меня осталось бы 2 коня, а теперь только 1. И он зарыдал пуще прежнего. «Боже, какое горе! Какое несчастье! Горькая моя судьба!» Никак его не могли утешить. Наконец правитель сказал: «Ну, если ты так сильно терзаешься, я удовлетворю твое желание. Подарю еще коня. Только ради Аллаха замолчи, весь город из-за тебя не спит». Слуги привели еще одного коня, такого же прекрасного, как и первый. Бедняк перестал кричать, поблагодарил правителя за его доброту. Все разошлись и опять легли спать. Не спал только бедняк. Все думал, какое счастье ему привалило. Был 1 конь, а теперь целых 2. Тут взгляд его упал на дохлого коня, и он снова заголосил: «Какое горе! Какое несчастье!» Снова собрались обитатели дворца, и снова правитель утешал его: «Хоть велика твоя потеря, ты должен взять себя в руки. На то ты и мужчина. Нельзя же вечно горевать по мертвой лошади». «Никак не могу унять свою печаль», – ответил ему бедняк. «Как взгляну на мертвого коня, так вспомню, что несколько часов назад он был жив. Как тут удержать слезы? Будь он жив, у меня сейчас было бы 3 коня». Повелитель устал, был рассержен, но приказал привести еще одного коня. «Ну,
теперь ты счастлив?» – спросил он. «У тебя целых 3 коня? Так что замолчи, а мы пойдем спать». Только все уснули, бедняк снова завопил: «Какое горе! Какое несчастье!» Тогда правитель приказал слугам отнять у бедняка 3 коней и вытолкать его в зашей. И не стало у него ни одного коня. Пошел он пешком, как простой человек, и с позором вернулся в родную деревню. А ведь выезжал, как важная особа. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы у сына Адама было 2 долины богатства, то он пожелал бы 3-ю, и ничто не заполнит его живот, кроме земли». Аудиорассказы от Эдемы Илай. Однажды в давние времена в Сирии жил мудрый судья по имени Хусейн. Он был главным судьей Дамаска. Сирийцы очень гордились тем, что их судья очень справедливый и богобоязненный человек. Они любили рассказывать иностранцам различные истории, связанные с именем Хусейна. Особую же известность получила история про погонщика ослов Али. Это произошло в жаркий летний день. Безжалостно полыхало знойное сирийское солнце. Однажды молодой погонщик ослов по имени Али ехал на главный базар Дамаска для того, чтобы заработать себе на хлеб перевозным грузом. А в те далекие времена дороги Сирии были нехорошими, поэтому главный городской судья Хусейн приказал тем, кто едет верхом на животном, при виде пешеходов громко кричать: «Уйди с дороги!». Али очень хорошо знал это правило, так как был очень беден, а нарушение этого правила влекло за собой огромный денежный штраф. В пути Али заметил 2 женщин, которые сильно ругались между собой. Али начал кричать, что есть мочи: «Уйди с дороги! Уйди с дороги!». Но увлеченные спором женщины не услышали его. Несчастный Али врезался в них со всего размаха, опрокинул и разорвал в клочья их дорогие платья. «Ну, парень, ты попал!» – разъяренно закричали женщины, пытаясь посильнее ударить Али. «Мы нажалуемся судье, чтобы он выколотил из тебя стоимость наших дорогих платьев». «Действительно нехорошая история», – подумал он. «Отберут теперь моих ослов, так как нет у меня денег для выплаты штрафа. Как обидно, я же не виноват. Но разве докажешь свою правоту? Надо прибежать к судье раньше этих женщин, а то они сделают меня виноватым». С этими невеселыми мыслями побежал бедняга к Хусейну в поисках правды. Хусейн внимательно выслушал рассказ Али и, немного подумав, сказал: «Да, нелегкое это дело, братец, потому что никто не может доказать, что ты предупреждал их криком. Но с помощью Аллаха мы выведем их на чистую воду. Мой тебе совет: что бы они ни кричали, в чем бы тебя ни обвиняли, молчи. Если я тебя начну ругать, молчи. Я хочу, чтобы тебя приняли за глухонемого. Только в этом твое спасение, если будет на то воля Аллаха». Только сказал эти слова Хусейн, как к нему в комнату ворвались разгневанные женщины и начали громко кричать на Али: «2 осла сбили нас с ног и разорвали наши дорогие платья, а 3-й осел даже пальцем не пошевелил, чтобы их остановить. А главное, он нарушил приказ городских властей, потому что не предупредил нас криком». Судья принял разгневанный вид. «Погонщик ослов Али, почему ты не предупредил этих женщин криком? Отвечай, негодяй!» – строго спросил Хусейн. Долго кричал судья на Али, грозился запереть его в темницу, но Али молчал и делал вид, что не слышит.
Судья взял перо, как бы собираясь подписать приговор, но, подумав немного, отложил бумагу в сторону. Пожав плечами, он обратился к женщинам. «Видите, уважаемые женщины, этот человек глухонемой. По нашим законам я не смогу осудить его. Придется признать его невиновным». Женщины от возмущения всплеснули руками и закричали вместе: «Это он-то глухонемой? Да он просто обманывает вас, уважаемый судья! Если бы вы слышали, как этот негодяй кричал во весь голос: «Уйдите с дороги! Уйдите с дороги!», что мы чуть не оглохли!» Услышав эти слова, мудрый судья громко засмеялся и сказал: «Вот и выяснилось, на чьей стороне правда. Идите домой и сами чините себе платье. А чтобы в будущем отбить у вас охоту врать судье, я налагаю на вас штраф в размере 50 дирхамов с каждой». Женщины, поняв, что совершили нехорошее дело, раскаялись и в скором времени постарались исправить свой поступок множеством добрых дел. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если Аллах пожелает какому-либо народу добра, Он вверяет правление их делами мудрецам». Аудиорассказы от Эдемы Элай.